Мы в Мар-дель-Плате на улице Кастелли. Сколько ты вот живешь на этом свете, ты когда сможешь со своей семьей переехать и пожить на океане? А вы что думали? Приехали на море и будете загорать, тут окупаться целыми днями? Нет, в сауне будете греться. Вечерами уж точно. Для тех, кто попал на канал впервые, меня зовут Даша. С 2017 года я живу в Латинской Америке, говорю на испанском языке, понимаю специфику менталитета местных, ориентируюсь в вопросах недвижимости. Каждый месяц с моим участием более 60 семей обретают в Аргентине свой новый дом. На этом канале я рассказываю о самых волнующих вопросах, связанных с переездом в Аргентину. Это получение ВНЖ и гражданства, аренда квартир и инвестиционная покупка недвижимости. Так как со мной часто консультируются и те, кто готовится к переезду, и те, кто уже давно проживает в стране, то наиболее часто задаваемые вопросы я классифицирую по темам и на их основании формирую сценарий своих выпусков, чтобы самая актуальная информация стала доступна каждому. Таким образом, основные тематики выпусков на канале посвящены: первое – подготовке к переезду и процедуре получения ВНЖ. Тогда для таких выпусков я получаю консультации русскоговорящей команды юристов, специализирующейся на миграционных вопросах. Плюс привлекаю аргентинских адвокатов и экономистов. Мы разбираем кейсы и содержание миграционных процедур. Второе. Выпуски на тему арендной недвижимости. Также в помощь каждому телеграм-канал, где я размещаю результаты работы своей команды по заселению в квартиры, найденные под индивидуальные критерии и бюджет. В окошке «Поиск» внутри канала по хэштегу «Отзывы» и хэштегу «Наши новоселы» каждый сможет ознакомиться с результатами. А еще в канале есть некоторые свободные варианты квартир, чтобы вам было удобно сориентироваться по ценам и условиям на объекты, отсмотренные нами на просмотрах для других семей. Третье. Выпуски по вопросам инвестиций в недвижимость. Я разбираю особенности сделок купли-продажи земли, квартиры или дома. Для того, чтобы связаться со мной, используйте контакты в описании под видео. Свежие выпуски с актуальными новостями и разборами кейсов на канале «Аргентина на каблуках». Нажмите на кнопку «Подписаться на канал» и на колокольчик, чтобы не пропустить. В этом видео мы поговорим об особенности жизни на побережье Аргентины. Узнаем у Любови и Кирилла, почему они переехали из Буэнос-Айреса в Мар-дель-Плата. Спросим у юриста Ивана Владимирова об изменениях в процедурах легализации в Аргентине с приходом нового президента Хавьера Милея. А также поговорим о преимуществах жизни вблизи океана. Выбирая Аргентину страной для жизни, важно знать, что страна сильно вытянута в меридиональном направлении и расположена в 3 климатических поясах – тропическом, субтропическом и умеренном. Сегодня мы поговорим о жизни на побережье Аргентины. Район Коста расположен к юго-востоку от провинции Буэнос-Айрес и представляет собой ближайшую к федеральной столице территорию морских пляжей. От столицы ее отделяют всего 320 километров. Недавно я путешествовала по побережью и побывала в нескольких курортных городах – Мар-дель-Плата, Пинамар, Карело, Валерия-дель-Мар. В прошлых видео я показывала город Мар-дель-Плата. Если вы еще не видели эти выпуски, сейчас появится ссылка во всплывающем окошке. А по прибытию в Валерия-дель-Мар я остановилась в отеле О2. Чтобы ближе познакомиться с городом и отелем, я пообщалась с управляющим отелем Гонсало. Валерия-дель-Мар является одним из основных районов города Пинамар. Он был основан Валерией Герреро. Мы гордимся своим широким пляжем и главным проспектом.
а также разнообразием ресторанов. Наиболее известные — это Хемингуэй и Ла Пергола. Здесь вы насладитесь различными видами пасты, отведаете перуанскую кухню и сможете открыть для себя деликатесы немецкой кухни. Что касается нашего отеля, это большой отель примерно на 36 номеров, очень подходящий для семейного отдыха. Здесь есть спа-салон, спа-центр с сухой сауной, хамам, зона бассейнов и купелей, где мы проводим аквафитнес. У нас есть площадка для барбекю, где можно приготовить то, что аргентинцы называют паришей, то есть барбекю из мяса. В отеле нашим гостям мы предлагаем завтрак по типу шведский стол. Обычно гости его хвалят. Мы будем рады создать для вас комфортный отдых на побережье. Ну что, посмотрим, что там нас ждет в отеле Валерия Дель Мар. Уху! Да тут целых 3 кровати. Да, роскошно, роскошно. Одна вот такая большая, гигантская. И 2 поменьше. Номер светлый. Смотрите, как много света. Большие окна в пол. Здесь выход на террасу. Давайте попробуем выйти. Здесь, наверное, классно утром будет кофе пить. Ну, красота ведь. Свежий воздух. Так, ну хорошо, а что у нас по кухне? Напор воды замечательный. Можно готовить дома. Для этого здесь есть 2 конфорки. Микроволновая печь, электрический чайник и тостер. Маленький холодильник. Здесь можно хранить и мясо, и овощи. Столовые приборы на 5 человек. Как раз по числу вакантных спальных мест. Так, ну а что у нас тут в санузле? Во-первых, новая сантехника, смотрите. Хорошо. Фен есть, полотенце есть. Еще одно полотенце. Тут у нас мыло. Тут шампуни, кондиционеры, гель для душа. Супер, супер, просторно. Очень просторно. Одобряем. Так, что у нас сегодня на завтрак? Проверим. Круассанчики. Аргентинцы любят медиалунуса. Тут у нас яйца. Здесь у нас можно пожарить хлеб. Сделать горячие тосты с хлебом. Нарезочка, сыр, ветчина, фрукты, всякие намазки, масло, джемы. Тут у нас, видимо, для детей готовые завтраки. Сок, йогурты и кофеечек. Ну и чтобы вы выбрали из всего этого, я сделаю себе тосты. Я намажу их маслом. Я сверху положу сыр, сверху положу еще ветчины. Потом я возьму себе еще чуть-чуть скрэмбл, яйца и кофе с молоком. И все. Так, я во дворе отеля. И здесь большое количество Париж. Если приезжаете к компании, то будет кайфово вот поделать Париж вот здесь. Есть целых 3 локации. И далее вот здесь все предусмотрено для приготовления, то есть смотрите, мойки встроенные. И дальше можно переместиться в зал. Сейчас здесь, ну видно, вот темно, но видно. Зал для проведения мероприятий, либо же выставить столы на свежем воздухе и наслаждаться прекрасной солнечной погодой летом или весной, или осенью. Вообще отель работает круглый год, и с точки зрения наполнения тоже все предусмотрено для качественного пребывания, комфортного пребывания гостей. Например, крытый бассейн. Крытый и подогреваемый бассейн, в котором даже в прохладное время года будет классно поплавать. Здесь сейчас вот идет занятие по акваэробике.
Вот он с такими панорамными большими окнами. В нем много-много света. И даже если на улице будет идти дождь, например, осенью или весной, да, там всегда можно насладиться и солнечным светом, и теплой водой, и сауной, и массажами, и другими спа-процедурами, которые предлагает спа-комплекс. И напротив бассейна размещены лежачки и огромная площадка для того, чтобы, например, играть в футбол или волейбол, в картошку горячую, или просто загорать на траве, читать книгу. Вот. Очень красивый дизайн отеля, посмотрите, даже вот в таких элементах, то есть вот при входе в спа целая стена вот так декорирована очень красиво. В общем, все очень, по последнему слову техники, очень красиво, все такое светлое, приятное на ощупь, новенькое. Вот мы заходим в спа-зону, и здесь пошли душевые комнаты. Это женская. Душевые. Вот, просторные. И есть даже все необходимое. Это кондиционер. Это шампунь. То есть, если вы что-то с собой не привезли в отель, здесь все это можно найти. Вот. Ну и вот здесь вот размещены как раз баня, сауна. Это у нас турецкая, а это душевая. И там залы для массажа. Вот. Красотища. Очень красиво, такое все светлое, новенькое. Полотенца тоже здесь выдают. Класс. Вот так вот утро должно начинаться каждый день. Вечерняя холодрыга. Но в отеле есть сауна и горячий подогреваемый бассейн, что поможет согреться. Сауну я попросила уже растопить. Ее включили минут 20 назад, поэтому я надеюсь, сейчас можно будет насладиться этим теплым паром, согреть косточки перед сном. Самое лучшее решение. А вы что думали? Приехали на море и будете загорать, тут и купаться целыми днями? Нет! В сауне будете греться. Вечерами уж точно. Отчет по итогам первой ночи в отеле. Номер удивительно тихий. Здесь современные стеклопакеты, пластиковые, и просто невероятная шумоизоляция. Здесь даже на самом деле звуков птиц и листвы не было слышно, то есть настолько тихо. Ни соседей, ни каких-то посторонних звуков, вообще ничего. То есть просто спится идеально в этом номере. И особенно после вчерашнего горячего бассейна, после сауны, напаренные, довольные, надышавшиеся свежим воздухом морским и сосновым. В общем, просто спится идеально. Доброе утро! Ну что, давайте я покажу, как близко отель находится от океана. Классное утро. Слышите птиц? Вон, все в соснах. Территория солнечная, зеленая. Свежайшее такое утро. Что такая тишина вообще. Мало людей еще. Такой солнечный, классный день. Ну вот, мы вышли на дорогу из отеля. То есть отель находится прямо у такой, по сути, не проезжей в тупичке, такая маленькая небольшая улица.
И здесь буквально несколько шагов и уже пляж. Пока я иду на пляж, я расскажу, что в основном здесь утром менее ветрено. То есть, если хочется прям поплавать в океане с маленькими волнами, ну, то есть, чтобы волны не мешали тренировке или плаванию вашему, вот, то лучше выбрать утренние часы. Также утром здесь классно бегать, потому что тоже нет ветра, не так сильно печет солнце. Вот, ну и здесь вообще, конечно, масса дорог и тропинок для бега и для велосипедных прогулок. Вот, например, одна из таких позади меня аллей. Вот там. Видно. Вот. Ну, классная, то есть тоже здесь очень много дорожек, естественных, не асфальтированных. Соответственно, для, например, тренировок по бегу очень хорошо подходит, потому что такое покрытие наиболее безопасно для суставов. Вот, все, мы попали на пляж. Вот пока я буквально несколько минут рассказывала об особенностях отпускной жизни прибрежной, мы дошли до пляжа. Все, вот здесь небольшой понтон такой, мостик со ступеньками, который как раз-таки и приведет непосредственно на пляж. Вот, то есть, ну, расстояние вообще супер минимальное. Для такого отеля просто великолепное. Здесь обычно чуть попозже будут работать продавцы. Они продают различные пляжные принадлежности, стулья, столы, раскладные палатки, потом средства от солнца, головные уборы, какие-то пляжные украшения. Вот, и потихонечку люди будут подходить на пляж. Все, мы на пляже. Кайф, да? Здорово. Сегодня прям тепло, солнечно, ветра ну вообще нет. Сегодня первую половину дня проведу на море, на океане, а потом познакомлю вас с очень интересными людьми. Не переключайтесь. А сейчас мы снова переместимся в Мар-дель-Плата. Хочу познакомить вас еще с одной семьей. Знакомьтесь, Любовь и Кирилл. Они расскажут, почему предпочли жизни в Буэнос-Айресе жизнь на Атлантическом побережье. Ребята, привет! Привет! Где мы сейчас? Мы в Мар-дель-Плате, на улице Кастелли. Сколько вы в Аргентине живете? Около года. Угу. Вы сразу прилетели и переселились, приехали жить в Мар-дель-Плату, или вы какое-то время пожили в Буэнос-Айресе, возможно? Да, мы пожили в Буэнос-Айресе, но пока сами еще не родили, попутешествовали немного по стране и посетили в том числе Мар-дель-Плату. Угу. Мне здесь понравилось, это был июнь. Конец июня, то есть здесь была зима. Здесь было прохладно, но нормально. Ну, по нашему, как в Москве в апреле. Да, Апрель месяц. Было и солнечно, и нет. Там, тем не менее, мне город понравился, и тогда я подумала, как рожу, хочу переехать в Мар-дель-Плату. Потом это успешно все забылось, но тем не менее мы здесь. Нравится вам? Да, поэтому мы живем здесь. Мы сначала сюда приехали попробовать на месяц, посмотреть, даже скорее отдохнуть, провести время на океане, пока у нас было такое время свободное. И немного совсем здесь пожив, мы приняли совместное решение, что надо оставаться. Угу. Почему? Вот то время, которое вы пожили в Буэнос-Айресе, что вспоминается, как бы какие-то, может быть, плюсы, минусы, если сравнить два города? Вспоминается, да. Во-первых, это мое личное, я не знаю, как, Кирилл, у тебя, но я, когда жила в Буэнос-Айресе, у меня не было такого ощущения, вот я хочу здесь жить, я себя чувствую здесь счастливым человеком, но при этом, приехав сюда, это появилось. И вот первое, что я хочу отметить, в моем понимании, Мар-дель-Плата — это город счастья. Здесь все
отдыхают. Мгм. Здесь, как только хорошая солнечная погода, неважно какой это месяц, все высыпаются в парк, Ага. на пляж, все загорают, играют какие-то Попить маты Обязательно. на склоне. Мгм. Обязательно. Поиграть в баскетбол, с ребенком каким-нибудь поиграть на детской площадке. Ну вот, А вот с каким-то ребенком как раз-таки ребенок подал голос. У нас родилась в августе наша дочь Каталина. Ей было 2 дня назад уже 7 месяцев. Мы отпраздновали, вот она как раз проснулась. То есть мы живем здесь втроем. Она родилась в Буэнос-Айресе. Она родилась в Буэнос-Айресе, И- да. Ты приезжаешь, если ты семейный человек, ты приезжаешь сюда, арендуешь дом, и как на даче, как в Подмосковье на даче. Вот у меня сравнимо. но в городе. Но в городе. Но при этом ты находишься в центре города, ты вышел, у тебя есть все. В чем отличие Буэнос-Айреса от Мар-дель-Платы? В Мар-дель-Плате есть все, и оно в одном городе. То есть, но нет разнообразия, как в Буэнос-Айресе, и доставка сюда платная. Здесь минус какой? Меркадо Либре, он просит 8 тысяч песо на доставку. Вот эта ситуация, но можно скомпоновать заказ и можно с кем-то доставить это Лайфхак. лайфхак, Ну, да. в общем, да. Мгм. Расстояния действительно и разнятся, поскольку масштаб городов разный. Но как бы то ни было, это Мар-дель-Плате плюс. И это для меня было удивлением, поскольку мы сами искали какой-нибудь более-менее крупный магазин компьютерных комплектующих в Буэнос-Айресе не 1 месяц. Нашли его здесь, сразу вышел на главные улицы, хоп-хоп, их много. Мгм. Или, например, мы вот условно покупали гайку в Нуньесе, а саму отвертку где-нибудь у Абаста шоппинга в Абаста. То есть очень разрозненно раскинуты магазины. На здесь- 3-м этаже торгового центра, где надо повернуть сначала направо-налево, чтобы найти этот магазин с этой гайкой. Зачем так? В Мар-дель-Плата это куча локалей. Здесь все сконцентрировано, плюс-минус в центре и доступно. Мгм. Все топовое есть. Если уже по маркам, то это уже Facebook и Mercado Libre. То есть, как бы, это разница другая. Мгм. Люба, вот получается, что ты уже родила дочь и приняла решение переезжать в Мар-дель-Плата, да? Да. Вот для тебя, как для мамы, какие были ключевые факторы, по которым ты приняла решение о переезде? Конечно, свежий воздух и море. Мгм. Более свежий воздух, и за счет этого, где погулять с ребенком, не стоит вопрос. Можно где угодно. Все-таки в Буэнос-Айресе важно селиться рядом с парками. Они не в каждом районе есть, где-то нет, по-разному. А здесь, по сути, отличным вариантом есть набережная, которая по всему городу, Да. вдоль всего города, естественно. Нет там пандусов, понятное дело, она длинная. Мгм. Варианты, чтобы погулять с ребенком. Ну и в целом здесь тоже, конечно, есть парки, но можно просто гулять по улицам. Здесь интересная архитектура, и тоже будет хороший вариант. Мгм. Сколько у вас занимает, вот ты сейчас наверняка с дочерью гуляешь, да, там с коляской, да? Вы сейчас с коляской Ну гуляете? да. Сколько у вас занимает до океана дорога? Отсюда, ну, если так, с коляской минут 20. Ага. Если с рюкзаком, то минут 15. Да, С рюкзаком? Ну, в смысле, да, или на рюкзак? ребенка, да. Ага, ага. Ну, мы ранее жили прямо на первой линии, Мгм. поэтому у нас из окна было видно океан. Но мы ребята спортивные, нам добежать до океана это в принципе быстро, дольше собраться. Часто вообще на океан, получается, ходите? Какое у вас Честно, расписание? мы работаем. Мы редко, работаем, редко. мы много работаем. Мгм. Но вам нравится, что вы в любой момент можете все равно дойти до океана? Конечно, то 100%. есть понимать, что Океан — он это рядышком. невероятное здоровье, и когда мы жили на первой линии, это было около месяца. Мы я- сняли квартиру с панорамными окнами на океан. Это было дорого, это было классно, но это было в 2 раза дешевле, чем в Буэнос-Айресе. При этом, потому что в Буэнос-Айресе это какие-то там $1500, здесь это было $750 с ЖКХ совсем. То есть и у нас были панорамные окна, у нас были торменты, то есть и все это вот сверкает, и все. Да, ветер колоссальный, то есть Молнии имеется в виду. молнии, сила ветра. Поясним. Когда как. Ага. Погода Когда на самом как. деле разная. У меня целая галерея фоток из той квартиры, где Мгм. всегда все по-разному. Но сколько там я жила, смотрела на этот я вид.
и понимала, сколько же он дает мне жизни. И, пожалуй, это тоже один из ключевых моментов в Буэнос-Айресе. Как-то все было медленно, я раскачивалась только к 4 вечера, чтобы выйти из дома. Здесь мы как-то стали сразу легкими на подъем. Океан дает кучу жизненной энергии и здоровья. Это факт, но это большая вода. Это Йодированный безусловно, воздух. Ну, А потом вы переехали сюда, почему приняли решение? Мы не договорились с хозяйкой, мы снимали через Airbnb, платили казахской картой, и на самом деле такая история была, она не хотела это ты про Буэнос-Айрес говоришь? пролонгировать, да, в Буэнос-Айресе контракт, и, соответственно, у нас ситуация, надо выбирать какую-то новую квартиру, мы выбрали, конечно, у океана, потому что я подумал, вдумайся, Кирилл, сколько ты вот живешь на этом свете, ты когда сможешь со своей семьей переехать и пожить на океане? Вот это чувство, при этом поработать. А еще вот в плане, не знаю, может быть, людей заметили какую-то разницу? Да, местную? на мой взгляд, люди намного добрее, по моему наблюдению, а сами они говорят «más tranquilo», они всегда говорят. Я сначала смеялась, думала, ну как же, слово Аргентина это и так tranquilo, ну куда же еще? Да, здесь действительно más tranquilo, здесь нет вот этих вот на дорогах вот этого всего быстрого, но при этом пробок. дела делаются и никто не врезается. Да. Вот как они водят, никто не врезается, хотя у них есть... Хотя они водят. Хотя они водят. То есть вот мы сегодня с садовником говорили, у нас сегодня мужчина приходил старый, он хиппи, приходил стричь газон и говорит, я зарабатываю что-то там $60-70 в месяц, я стригу газон, это мое хобби. Вот он этим занимается. И он говорит, вот смотри, они же, никто не знает, кто кому уступает, но при этом нет же аварии. Подъехал, подождал, этот проехал, ну хорошо, никто газовать здесь не будет. Здесь более безопасно в плане того, что я бы здесь ребенка одного бы отпустил, его не задавят, они пропустят. Они водят на первый взгляд опасно, но никто не врезается. Это правда, да, действительно так, хотя это выглядит как какая-то магия. Как Индия. Ну, не знаю, я думаю, здесь они тоже как бы вот немного, но проезжают. Вот какая-то магия в этом Но есть. парковка бампер в бампер, это нормально. Еще относительно людей я бы ответила очень важный момент. Самый частый вопрос, вот самый, это «de dónde sos?» Откуда ты? Здесь, в Мар-дель-Плате, они не знают нашего брата. Если в Буэнос-Айресе спокойно тебе там скажут в аптеке «спасибо» или «привет», они уже знают, то здесь они абсолютно не понимают. Я кем только не была уже, и француженкой, и американцами мы были, голландка я была, алемана, немка, вот, частенько. Они вообще, и главное, я бывает как-то объясняю, там долго что-то рассказываю про Россию, и он мне в конце говорит: откуда ты? Ну, они как-то и пока не поняли. И из-за этого здесь, конечно, нет предвзятого к нам отношения. Они не понимают, как в Барисе, что русские — это те, на ком можно зарабатывать. И здесь к тебе такое же отношение, как и ко всем аргентинцам. В этом даже интереснее, конечно. Здесь все можно сделать, и здесь можно и работать, и учиться, и жить. Но здесь, конечно, надо говорить на испанском языке хотя бы элементарные вещи. Учить хотя бы, да. Если они тебе всегда помогут. В любом месте они тебе всегда помогут. И в любом месте, в котором ты оказался в плохой ситуации, этот народ тебе реально всегда поможет. Я ломался на машине в невероятных местах латино, где, кажется, вот сейчас тебя убьют просто. А наоборот, мне помогала толкать меня вся улица. То есть все люди... Пацанчик съездил за водой, я закипел, у меня радиатор, он у меня уже на велосипеде принес воду. Денег не взяли, ничего не взяли. Доброго пути, путник, и все, и помогли. Они здесь нормальные ребята. Они здесь живут хорошей жизнью. Ребята, а есть какие-то вещи, которые, может быть, вы на своей практике знаете, может быть, случаи слышали, которые люди недооценивают, когда планируют свой переезд в Аргентину? Вот. Кто-то, может быть, не слишком подготовленным приезжает. То есть какие вещи нужно учитывать, и вот что важно вообще понимать, и по какому поводу не стоит строить иллюзий? Я думаю, всем стоит больше заниматься вопросом документов, не ехать на обум, да как-нибудь самой решиться, все-таки немножко приложить либо усилия, либо нанять того, кто поможет, кто сориентирует, если не хочется тратить на это деньги.
Другой момент, достаточно сложно собрать именно те вещи, которых здесь будет сложно найти или купить, и наоборот не взять тех, которые здесь в избытке. Но опять же, здесь нужен кто-то, кто подскажет, потому что вот так вот удаленно, за много тысяч километров, ну, проблематично, да. Мгм. Ни для кого не секрет, что в декабре 2023 года в Аргентине был избран новый президент Хавьер Милей. Часто такое событие сопровождается новшествами в различных сферах жизни. Давайте узнаем у юриста, что изменилось в процедурах получения аргентинского гражданства с приходом нового президента. Иван, ко мне обращаются с большим количеством вопросов обеспокоенные граждане Российской Федерации в связи с новым президентом Хавьером Милей. И задают вопрос относительно изменений, которые произошли в связи с его приходом к власти. Что вообще происходит с программами, интересуются, закрывается ли страна, будут ли какие-то преграды для граждан Российской Федерации по въезду в Аргентину, и будут ли какие-то сложности или там трудности, да, с родами в Аргентине, в том числе для граждан Российской Федерации. Прокомментируй, пожалуйста, как юрист, этот вопрос. Да, Даша, спасибо за вопрос. Это действительно актуальный вопрос, и многие при первичных консультациях задают этот вопрос мне и коллегам моим и спрашивают, действительно ли так. Не знаю, с чем это связано, но в частности в средствах массовой информации и в пабликах различных нагнетается атмосфера, и почему-то это делают даже люди, которые живут в Аргентине и находятся на местах, и, соответственно, ну, могут объективно воспринимать реальность и понимать, что происходит. Стандартные пугалки какие? Да? Была ситуация, она действительно была в аэропорту Буэнос-Айреса, когда прилетели несколько беременных женщин, и их задержали и не впускали в страну, и продержали там в аэропорту порядка 2 дней. Действительно, такая ситуация была, но проблема была не в их беременности, а в конкретных документах и в поведении, которое происходило. То есть достоверно им предлагалась различная юридическая помощь из разных организаций и разными людьми, но они от нее отказались. Из чего мы делаем вывод, что, наверное, какие-то цели были другие. Вот. СМИ это подхватили, эту ситуацию, и активно начали продвигать идею того, что Аргентина закрывает въезд для российских граждан и всячески препятствует и законодательно делает какие-то препоны. Это не так на самом деле, и по нашим кейсам, которые проходят через нас, проходит достаточно большое количество человек. Не всех мы сопровождаем, но у нас есть люди, которые приходят к нам на консультации, рассказывают свои какие-то кейсы, рассказывают свои какие-то обстоятельства, которые их сопровождают при получении легализации. И я могу сказать, что не было ни одного кейса. Вот просто ни одного кейса, где кому-то искусственно, законодательно поставили какие-то преграды, которые не соотносились с законодательными нормами и не были бы объективно подкреплены какой-то причиной. То есть это, если такое было, то это было абсолютно объективно. Вот. А голословно о том, о чем говорили ранее, и в целом сейчас поддерживает стратегия, такой ситуации нету и не наблюдаем. Прошло не так много времени, только в декабре произошла инаугурация нового президента, соответственно, ну, для президентства это очень короткий срок, и делать какие-то глобальные выводы на сегодняшний день, наверное, рановато еще. Но могу сказать открыто, что по тем клиентам, которых мы сопровождаем, дела сдвинулись, и
начали приходить ответы. До этого был период, действительно, из-за большого наплыва заявок, которые поступали в Миграсьонес, этот процесс был приостановлен, либо происходил с сильной задержкой. Соответственно, сейчас эти дела начали с большой скоростью рассматриваться, и я могу сказать, со своей точки зрения, именно юридической, если мы берем аспект, то вижу только положительные изменения. И положительные в плане сроков рассмотрения, объективности их рассмотрения, ну и в целом в перспективе получения гражданства. Когда город расположен на берегу океана, естественным образом множество ресторанов строится с видом на воду. Тогда приятно насладиться не только меню, но и звуками моря и любоваться морскими пейзажами. Для любителей рыбы и морепродуктов одним из преимуществ жизни на побережье будет постоянный доступ к свежим и качественным морепродуктам. Ну вот, Uber привез в порт, и здесь очень большое количество ресторанчиков с морепродуктами, со свежайшими морепродуктами. Один из самых знаменитых ресторанчиков — Медитерранео. Вот он, с маяком. Вот, но их здесь на самом деле много-много. Еще Санта-Рита, тоже очень вкусный, вот он напротив, Санта-Рита. Так, ну я выбрала в итоге ресторанчик под названием Чичило. И вот какие нам цены предлагаются. Большой выбор меню. Есть и холодные закуски, и горячие блюда, и много-много разных вариантов и морепродуктов, и рыбы. Вот цены мы видим, цены вполне себе. Посмотрим, что у нас тут по напиткам тоже. Напитки есть разные, и даже десерты, и тирамису. Вот. В общем, сейчас попробуем заказать что-нибудь свеженькое. Вот такие мидии в чесночном соусе принесли. Ну что, пробуем мидии. Достойные. Второй день праздника живота и морепродуктов. Пробуем морепродукты в новом ресторане. Свеженькие. 3 дня назад здесь на побережье было плюс 30. И все загорали, купались и наслаждались летом. А сегодня уже 22 и очень холодный воздух. Пляжи пустые. Все ждут завтрашнего дня. Завтра снова потепление. Ну, наверное, такой экспириенс тоже должен быть, чтобы жизнь медом не казалась. Вот, и все не воспринималось как должное. Должны быть и смены погодных условий. Вот, для того, чтобы завтра мы могли оценить эту теплую погоду и возможность жить или отдыхать у океана и наслаждаться этими широченными, чистыми пляжами. Жизнь в прибрежном городе – мечта многих. Дни, полные солнца, пляжи и песка. Одно из самых больших преимуществ – это захватывающая дух природная красота. Живописные виды на океан, песчаные пляжи и прибрежные пейзажи создают безмятежную и умиротворяющую атмосферу. Проживание рядом с пляжем, скорее всего, положительно влияет на физическое и психологическое здоровье. Свежий морской воздух, обильный солнечный свет и успокаивающий шум волн – все это точно расслабляет, снимает стресс и улучшает общее самочувствие.
Побережье вдохновляет на частые прогулки и активный отдых на свежем воздухе, занятия водными видами спорта, катание на велосипеде и пеший туризм. А можно еще ловить рыбу и кататься на лодках. Жизнь на побережье часто напоминает постоянный отпуск. Я выделяю несколько особенностей проживания в прибрежных городах. Для кого-то это будут минусы, а кому-то просто стоит обратить внимание на эти вещи и назвать их особенностями. Город может быть сезонным, с пиковой активностью в туристических периодах, что может влиять на рабочую и социальную жизнь. В высокий туристический сезон город может становиться очень загруженным, с возможными проблемами с трафиком и доступностью определенных мест. А в низкий сезон такие города могут показаться запустевшими, покинутыми. Следующий момент – инфраструктура. В сравнении с крупными городами прибрежные города могут иметь менее развитую инфраструктуру. Я здесь говорю об образовании, о досуге, о спорте. Безусловно, в этих городах есть школы, садики, спортивные клубы, кружки, но большого разнообразия, как, например, в Буэнос-Айресе, вы здесь точно не найдете. В прибрежных городах не такое многочисленное русскоязычное сообщество. Если для вас важно поддерживать связь с соотечественниками, учитывайте этот фактор, потому что численность русскоязычных семей в таких городах, как Пинамар, Мар-дель-Плата, значительно меньше, чем в Буэнос-Айресе. По ценам. Несомненно, цены на некоторые категории товаров в прибрежных городах по стоимости будут выше, чем в столице. Это обусловлено дополнительными логистическими затратами. Сегодня я осветила некоторые особенности жизни в прибрежных городах. Познакомила вас еще с одной семьей, которая выбрала Аргентину страной для жизни. Мы узнали у адвоката об изменениях в миграционной политике Аргентины с приходом нового президента. Рассмотрели ключевые преимущества жизни у океана. Выбирая город для проживания, полагайтесь на личные ощущения и предпочтения с точки зрения комфортности города для вас. Ведь чьи-то преимущества для вас могут быть недостатком. Делитесь в комментариях, что бы вы выбрали для жизни – шумный мегаполис или тихий прибрежный городок.